К началу 1990-х годов назревал настоящий бум на большие внедорожники. Инженерам Honda была поставлена задача покорить новый рынок больших автомобилей. Иначе зачем японцам, людям невысокого роста и хрупкого телосложения, создавать такие высокие и массивные автомобили, как внедорожники Honda? Японские производители вступили в жесткую конкуренцию с европейскими и американскими фирмами и предлагали великолепно оснащенные автомобили по очень доступным ценам. Но прославились эти авто не своими размерами, а качественной сборкой, хорошей проходимостью, надежностью в эксплуатации и комфортом салона. В этом выпуске мы вам расскажем, как первый кроссовер компании Honda, разработанный своими силами, произвел революцию в классе городских кроссоверов. Еще одна удачная модель полноприводного автомобиля. Рискованный шаг для компании Honda – кроссовер для внутреннего рынка Японии. Новая цель инженеров – разработка лучшего семиместного минивэна. Спортивный родстер от Honda, который вошел в историю. Гибрид с передним приводом, один из первых в своем сегменте. Эпоха робототехники. Робот Asimo, знаменитый андроид от Honda. Самый крупный внедорожник за всю историю марки. Все выше и выше. Первый самолет компании Honda. И как Honda планирует захватить рынок электромобилей. Вы на канале The Auto Top, и это третья часть истории Honda. Honda CR-V первого поколения вышла в 1995 году. Для японского, европейского и американского рынка это был первый кроссовер компании Honda, разработанный своими силами. Своим появлением CR-V произвел революцию в классе городских кроссоверов. В первой половине 90-х годов исследовательский институт Honda принял решение о разработке универсального автомобиля для города и пересеченной местности. Этим проектом стал Honda CR-V первого поколения. Перед инженерами стояла задача сделать универсальный автомобиль во всех смыслах слова. Он должен подходить для города, быть хорошо оборудованным, экономичным, комфортабельным, при этом с легкостью ездить по пересеченной местности. Конструкторы справились с задачей на отлично. Honda CR-V не первый внедорожник городского типа. Первопроходцем стал Toyota RAV4. И поговаривают, что инженеры из Honda учли недостатки Toyota. Кто-то говорил, что CR-V разрабатывался ранее, но в любом случае паркетник от Honda произвел революцию и стал эталонной моделью в классе на много лет вперед. В первую очередь CR-V стал бестселлером благодаря универсальности. На нем прекрасно ездить в городе, а парковаться, не замечая бордюров благодаря высокому клиренсу, бесценно. Внешность Honda CR-V первого поколения напоминает красивый универсал, но от внедорожника немало деталей. В глаза бросается запасное колесо, прикрученное к багажной двери, пластиковые накладки на выпуклых частях боковых дверей, которые защитят от веток и царапин. Экстерьер Honda CR-V получился приятным. До сих пор машина смотрится актуально. А вот из-за чего полюбили паркетник от Honda – это за салон. Точнее, за его функциональность и удобство. Второй ряд сидений складывается во внутреннюю и внешнюю сторону. Второй вариант отлично подойдет для ночлега. Между первым и вторым рядом нет перегородки, и можно свободно перемещаться между рядами. Обилие бардачков поражает. Они есть везде, даже в задней двери. Между водителем и пассажиром есть складывающийся столик. Под передним пассажирским сиденьем выдвигающийся ящик. Багажник не отстает от салона. В нем присутствует раскладной столик. Мотор на Honda CR-V первого поколения ставился безальтернативный B20B. Это надежный агрегат мощностью 130 лошадиных сил и 192 ньютон-метр крутящего момента. B20B конструктивно похож на легендарный двигатель B16B. Только B20B так и не получил систему фаз газораспределения в ТЭК. Honda CR-V первого поколения производилась с полным и передним приводом. Полный привод подключаемый. Это означает, что по умолчанию Honda переднеприводная. Но если передние колеса не справляются с дорожным покрытием и начинают буксовать, то к ним за доли секунды подключаются задние.
Шасси получилось надежным. Бывали случаи, что ресурс, указанный производителем, превышался во множество раз. Подводя итог, можно смело сказать, что Honda CR-V первого поколения спустя и 20 лет является надежным, комфортным и функциональным автомобилем для активного водителя. CR-V второго поколения, дебютировавшая в 2001 году, увеличилась в размерах и стала тяжелее. Изменились схемы подвесок. В дополнение к прежнему мотору 2.0 машина получила новый двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 160 лошадиных сил. Такие машины комплектовались только автоматическими коробками передач и продавались в Японии и Америке. Специально для европейского рынка в 2005 году была подготовлена турбодизельная версия кроссовера, оснащенная 2,2-литровым силовым агрегатом, развивающим 140 лошадиных сил. В России вторая Honda CR-V была доступна только с 2-литровым двигателем, полным приводом и механической или автоматической коробкой передач. Honda CR-V никогда не позиционировалась как внедорожный автомобиль. Это всегда был легковой автомобиль повышенной проходимости – Light Cross Country. При выпуске третьего поколения глава европейского подразделения Honda сообщил, что при разработке CR-V упор делался на городские ходовые качества. Мол, мы научили кроссовер управляться как седан или хэтчбэк. Обычно при выпуске паркетников маркетологи пытаются убедить покупателей во внедорожных качествах, но Honda пошла по своему пути. И правда, CR-V третьего поколения управляется как седан, и далеко не как дешевый седан. Honda CR-V3 нельзя назвать легким или динамичным автомобилем. Но в нем чувствуется некая собранность и азартность в управлении, а плавности хода позавидуют многие автопроизводители. Внешне Honda CR-V напоминает больше, опять же, городской автомобиль, нежели внедорожник. Городской кроссовер в третьем поколении обзавелся элегантной внешностью. Смотря на CR-V, даже не хочется пачкать его на бездорожье. На задней двери пропало запасное колесо, и она стала открываться вверх, а не вбок. Одним словом, владеть Honda CR-V стало не только удобно и практично, но и престижно. Салон у третьего поколения один из лучших в классе. Дорогие, приятные на ощупь материалы, функциональность и симпатичная архитектура торпеды заставляют водителей и пассажиров чувствовать себя уютно. Честно сказать, Honda CR-V с 2-литровым мотором динамикой не поражает. Одним словом, пенсионерский автомобиль. С агрегатом 2,4 литра уже повеселее. Для европейского рынка кроссоверы комплектовались дизельным мотором с турбонаддувом, объемом 2,2 литра, мощностью 140 лошадиных сил и 340 ньютон-метра крутящего момента. Мотор не хуже бензиновых атмосферных аналогов. У нас машины с этим мотором единицы. Их пригоняли с Европы. Оба мотора надежны, если правильно обслуживать, менять вовремя жидкости и регулировать клапана. В первом квартале 2017 года Honda CR-V четвертого поколения стал самым продаваемым внедорожником в мире. Было продано 214 414 автомобилей. Если смотреть на автомобиль снаружи, то он сохранил все признаки небольшого кроссовера прошлого поколения. Противотуманные фары стали больше. Их снабдили широкими сетчатыми ободками. Это новшество ввели для охлаждения тормозных дисков. Главная оптика выполнена с легким прищуром. Бампер поменялся существенно. Его приподняли и сделали более рельефным. Кроссовер стал проще пересекать препятствия благодаря более тупому углу переднего свеса. Производители учли критику прошлого поколения автомобилей и расширили черную пластиковую отделку. Это защищает передний бампер от ударов щебня и других предметов, встречающихся на дорогах во время движения. Кузов Honda CR-V в этой модели более жесткий на изгиб и кручение. Учитывая все характеристики кроссовера, назвать его внедорожником никак нельзя, ведь клиренс уменьшили в пользу управляемости. Для 2-литровой версии он теперь составляет 170 мм.
У модели с емкостью 2,4 литра этот показатель составляет 180 мм. Honda CR-V4 – отличный семейный автомобиль. В нем разместится вся семья. Водитель не устанет, так как здесь есть все, чтобы устроиться с комфортом и ехать без напряжения. Даже если попадется небольшой ухаб, подвеска сработает на совесть. Путешествие в ночное время можно предпринять без опаски, так как мощная оптика освещает все как днем. Honda HR-V – японский кроссовер, выпускаемый компанией Honda с 1998 года. Первое поколение выпускалось в 3- и 5-дверном варианте, с передним и полным приводом. Производство первого поколения прекратилось в 2006 году. Honda HR-V вышла в 1998 году как легкий универсал повышенной проходимости, и первый год производилась в 3-дверном кузове с передним приводом как пробная модель. После выпуска стало ясно, что модель пользуется популярностью, и руководство компании приняли решение сделать Honda HR-V глобальной моделью. С 1999 года появились модификации с полным приводом и 5-дверным кузовом. Внешне модель выглядит как высокий универсал, приправленный нотками спортивного стиля. В салоне присутствует баланс между спортивностью и практичностью. Удобная спортивная посадка гармонирует с множеством бардачков, карманов, сеток, что характерно для семейных машин. За водительским креслом сидишь высоко и получаешь отличный обзор на дорогу, но в то же время сиденья удобные и нет чувства табуретной посадки, как во многих кроссоверах. Багажник у Honda HR-V семейный, 285 литров. Если сложить задние сиденья, то получится в 3 раза больше места. Honda HR-V оборудован надежным мотором D16, объемом 1,6 литра, мощностью 105 лошадиных сил и 135 ньютон крутящего момента. Но это в базовом оснащении. Двигатели Honda любят высокие обороты. Чтобы быстро ехать, нужно обороты держать около красной зоны. С двигателями комплектуется механическая 5-ступенчатая коробка передач и бесступенчатый вариатор. У вариаторной трансмиссии есть 2 режима езды движения вперед. Это D и L. Благодаря вариатору Honda может динамично трогаться, плавно ехать по горной дороге, всегда поддерживая крутящий момент. Привод у Honda HR-V передний и полный. 4WD здесь, как на многих автомобилях Honda, реализуется системой с 2 насосами DPS. Honda HR-V выпускалась с 1998 по 2006 год. Модель пользовалась популярностью во всем мире, в том числе и в России. После ухода на пенсию хондовцы выпустили похожий городской кроссовер Honda Crossroad. Но он, к сожалению, не пользовался популярностью и был только для японского рынка. Компактный кроссовер в лице Honda Crossroad – рискованный шаг для компании Honda. Ведь обычно для японского рынка производители выпускают минивэны и микроавтобусы. Остальные модели продаются в Японии, но заточенные под глобальный рынок. И вдруг Honda представляет 7-местный кроссовер длиной 4,3 метра и шириной меньше 3 метров, ориентированный для Японии. Crossroad рассчитан на молодых людей, но которые успели обзавестись семьей. Выглядит как классический кроссовер. Угловатые формы кузова, хищный взгляд и в то же время 7 мест в салоне делают Crossroad универсальным средством передвижения. В салоне Honda Crossroad сидеть удобно, за исключением 3-го ряда. Он рассчитан больше на детей или женщин. А что вы хотели при длине 4,3 метра? Использовав максимально низкий пол при скромных габаритах, салон смотрится просторным. Honda Crossroad комплектуется моторами R-серии, которые российским потребителям знакомы по моделям Civic и Accord. Базовый агрегат R18A объемом 1,8 литра, мощностью 140 лошадиных сил и 174 ньютон-метра крутящего момента. В 1995 году Honda выпускает автомобиль, не похожий ни на седан, ни на микроавтобус, ни на универсал. Это Honda Odyssey. Цель инженеров – построить практичный семейный автомобиль, который хорошо рулится. Конструкторы справились с задачей. Они взяли базу Аккорда и сделали 7-местный автомобиль, который стал бестселлером японского рынка.
В момент старта продаж японцы хотели продавать 4000 экземпляров в месяц. Но им нужно было срочно менять план продаж, так как Honda Odyssey разлетался как горячие пирожки в школьной столовой. После покорения японского рынка Honda Odyssey отправился завоевывать Северную Америку. В США модель также стала бестселлером и до сих пор занимает первые места в самых разных автомобильных рейтингах. В Европе модель продавалась под именем Shuttle, но особой популярностью не пользовалась. Им, как всегда, хочется поменьше. Для европейского рынка Honda вывела модель под названием Honda Stream. Она была меньше Odyssey по габаритам. В Honda Odyssey низкий центр тяжести и низкий пол для комфортной посадки пассажиров и для удобной загрузки-выгрузки в багажном отделении. Когда Honda Odyssey вышла, чтобы минимизировать расходы, модель комплектовалась одним 4-цилиндровым двигателем объемом 2,2 литра, индекс F22B, а мощность 145 лошадиных сил и 150 лошадиных сил. После начала продаж стало ясно, что модель пользуется спросом и стоит расширять линейку моторов. Honda Odyssey мог бы вообще не выйти на рынок, если бы не главный инженер Кинемичи Одагаки. Именно он спровоцировал руководство компании на производство минивэна. В 1990 году он с группой ездил в США, где исследовал рынок минивэнов. Его команда рассматривала различные технические и дизайнерские решения. И именно Одагаки задумал складывающийся третий ряд сидений, что в итоге мы потом увидели и на Honda Stepwagon. Также он предложил конструкцию с низким полом. С этой конструкцией минивэн был намного предпочтительнее конкурентов. В 1995 году на токийском автосалоне был представлен микроавтобус Honda Stepwagon. Honda осознанно шла к постройке семейного автомобиля. Концепция машины – это функциональность, производительность и надежность. В Stepwagon разместятся как 5 пассажиров, так и 8. Низкий пол с высокой крышей сделали машину удобной и просторной. В то время японские машины такого класса имели моторы под сиденьем водителя. Но в Honda стали устанавливать мотор по классической компоновке, что помогло снизить цену. Чтобы снизить издержки, предлагался один единственный выбор мотора и коробки передач. Это сверхнадежный 2-литровый B20B. Дополнялся он 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Шасси у Stepwagon довольно интересное. Спереди стоит Макферсон, а сзади многорычажная подвеска. В последующие годы у многих автомобилей Honda была такая же конструкция. Honda Stepwagon имел успех на японском рынке, и меры по улучшению не заставили долго ждать. Через год в стандартной комплектации шла система ABS и 2 подушки безопасности. Были также добавлены многие другие полезные функции. Honda S2000 – это абсолютное удовольствие от вождения. Так звучал официальный слоган модели. Наверное, нет точнее слогана в автомобильном мире, который так точно отражает характер машины. Впервые концепт показали в 1995 году. Через 4 года, на 50-летний юбилей компании, мир увидел результат усилий лучших инженеров Honda. Мир увидел Honda S2000. Двухместный кабриолет выглядит спортивно и грациозно. Длинный капот, широкие колесные арки и откидная крыша с сервоприводом придают Honda агрессивный вид
и внушают уважение в дорожном потоке. На юбилейный автомобиль не жалели ни сил, ни денег. Самое лучшее устанавливали на спортивный родстер. Атмосферный 2-литровый мотор. Он имеет мощность 240 лошадиных сил в европейской версии, а в японской модификации выдает целых 250 лошадиных сил. Японцы сняли 125 сил с 1 литра рабочего объема. Агрегат попал в книгу рекордов Гиннесса. Над кузовом и шасси провели колоссальную работу, что делает Honda S2000 поистине уникальным автомобилем. Жесткость кузова для кабриолета поражает. Он основан на X-образной раме. Двигатель и трансмиссия расположены низко, чтобы снизить центр тяжести и уменьшить крены на поворотах. Интерьер выполнен в спортивном стиле. Здесь нет ничего лишнего. Пару кнопок, да и только, и все внимание уделено водителю. В багажнике всего 5 кубических футов. Но кого это волнует? Если вы хотите больше места для хранения, покупайте Honda Odyssey. Управляется Honda S2000 великолепно. Реакция на руль мгновенная, подвеска жесткая, а ковшеобразные сиденья не дают болтаться в поворотах. В свое время в этом классе родстеру от Honda не было равных. Это может подтвердить Джереми Кларксон, экс-ведущий Top Gear. В одном из выпусков они сравнивали Porsche, BMW и S2000. Так вот, последнее намного больше по душе оказалось Джереми Кларксону. У автомобиля множество преимуществ. Подвеска, трансмиссия, кузов. Но жемчужина этой акулы – это ее сердце. В случае с Хондой это мотор F20C. Объемом 1,997 тысячных кубических сантиметров, мощностью 240 лошадиных сил. По традиции мотор оборудован системой фаз газораспределения ВТЭК. Крутится агрегат до 9000 оборотов в минуту. Когда на обычном автомобиле нужно переключать скорость, у S2000 начинается самое интересное. Выживание мотора на 9000 оборотах в минуту обеспечивают детали из кованой стали, как у Honda NSX. Из-за удельной мощности с 1 литра рабочего объема 125 лошадиных сил мотор попал в книгу рекордов Гиннесса. Ни один производитель не снимал такую мощность с атмосферного 2-литрового мотора целое десятилетие. Через 10 лет рекорд побил агрегат от Ferrari 458. Honda S2000 выпускалась до 2009 года. В честь завершения производства Honda выпустила прощальную версию спортивного кабриолета. Автомобиль был окрашен в белый цвет, имел жесткую крышу, легкосплавные диски графитового цвета и красный кожаный салон. Гибрид с передним приводом, который стал одним из первых автомобилей сегмента. В машине снижен расход топлива, что позволяет использовать ее в качестве экономичного средства передвижения в черте мегаполиса и на загородной трассе. Работа двигателя осуществляется не только на бензине, но также на электроэнергии. Производство Honda Insight налажено в 1999 году. За время выпуска автоконцерн несколько раз менял концепцию, совершенствуя технические характеристики. Основной мотив при создании модели – максимальное удешевление каждой поездки за счет использования современного двигателя. На счету производителя 3 поколения Honda Insight. У каждого из них свои плюсы и минусы, что послужило причиной взлета популярности или критики со стороны автолюбителей. В конце 2000-х имело место резкое повышение цен на топливо. Чтобы снизить расходы автолюбителей, ведущие автогиганты задумались о серийном выпуске моделей, работающих на электричестве. Экологичное и дешевое топливо должно было стать заменой бензину, сократив траты владельцев машин. На рынок вышли концерны Toyota и Honda, которые занялись разработкой новых технологий. Автомагнаты конкурировали друг с другом. Toyota стала первой компанией, выпустившей гибрид в Японии, но Honda заняла лидерство в другом направлении. Автопром на полгода раньше конкурентов вышел на североамериканский рынок.
Honda Insight первого поколения выпускалась с 1999 по 2006 год. Это трехдверная механика, которая не могла стать семейным авто по причине наличия всего двух мест. Преимущества двигателя были заключены в том, что он мог работать на объединенной топливной смеси. При активной езде действовал электромотор. Он же вступал в роли генератора для аккумуляторов при снижении скорости. Для сокращения расхода топлива производителем приняты кардинальные меры. Был снижен общий вес, что обусловлено использованием алюминиевых конструкций. Не случайным стало изменение строения задних крыльев и низкая вместимость. Водитель плюс один пассажир. Автопром использовал качественные материалы для отделки сидений. Их цвет сочетался с тоном отделки передней панели, что возымело эффект на фанатов модели. Но из-за небольшого размера стекол в салон проникало мало света, а автолюбители жаловались на плохой обзор. Роботизированный образец Asimo был разработан и впервые продемонстрирован мировому сообществу осенью 2000 года. В то время как некоторые роботы имеют более угрожающий вид, Atlas Asimo всегда играл роль симпатичного робота в стиле Jetsons, предназначенного, по словам Honda, помогать людям в обществе, которые нуждаются в помощи. В этом духе Asimo может делать такие вещи, как открытие и подача напитков, он знает язык жестов, как японский, так и английский. Он может избежать столкновения с людьми в коридорах. На международном автосалоне в Нью-Йорке Honda продемонстрировала последнее улучшение Asimo. Робот, когда-то относительно жесткий и, роботизированный, теперь гораздо более проворный, способный бегать, прыгать, подниматься по лестнице и пинать футбольные мячи с более человеческой ловкостью. Японский робот Asimo напоминает астронавта в белом скафандре. Темное стекло, за которым скрывается лицо, создает впечатление шлема космического путешественника. Дружелюбная внешность гуманоида делает его похожим на ребенка или подростка. Рост Asimo в 130 см подобран не случайно. Разработчики нашли золотую середину, сделав его удобным помощником и компаньоном человеку. Когда Asimo стоит рядом с сидящим человеком, его глаза находятся на одном уровне с глазами оппонента. Тело Asimo изготовлено из сплава магния и защищено пластиком, что позволило сделать модель легкой и прочной одновременно. Во время эксплуатации микросхемы и электронные платы робота нагреваются, создавая ощущение человеческого тепла. В области глаз установлены камеры, помогающие роботу видеть трехмерные изображения окружающих предметов и людей. Полной зарядки хватает на 40 минут интенсивной работы или на час размеренных действий. Процессор, управляющий движениями, упакован в рюкзаке, расположенном на спине робота. Там же находятся литий-ионные аккумуляторы, на полную подзарядку которых уходит 3 часа. Андроид ориентируется в пространстве, различая предметы и препятствия. Он обойдет человека, если тот пойдет ему навстречу, и справится с подъемом или спуском по лестнице. Он может переносить небольшие предметы до 300 граммов в одной руке, а в 2 руках робот способен переносить грузы до 1 килограмма. Основным достоинством робота ученые выделяют его интеллект. Asimo воспринимает окружающий мир при помощи встроенных сенсоров, выполняющих зрительную, слуховую или тактильную функции. Андроид выбирает манеру поведения, оценивая происходящие вокруг него события и реагируя на действия окружающих. Управлять роботом можно дистанционно при помощи Wi-Fi или локальной сети дома или офиса. Кроме того, сам Asimo умеет находить нужную информацию в интернете. Инженеры Honda Motor создавали робота, способного прийти на помощь человеку. Asimo проектировался как компаньон для пенсионеров или людей, прикованных к инвалидной коляске. Один из образцов Asimo некоторое время работал администратором в офисе Honda Motor. Он приветствовал гостей компании, провожал их до нужного места, предлагал им присесть, включал и выключал свет в помещении и разносил напитки. Несмотря на то, что компания Honda объявила о завершении дальнейших разработок Asimo, технологии, использованные в создании гуманоида, будут применены в других проектах по созданию роботов-помощников. В будущем все инновации в области робототехники компании
будут иметь общее название Honda Robotics. Полноразмерный внедорожник Honda Pilot дебютировал в 2001 году. Созданный на одной платформе с дебютировавшим годом ранее SUV Acura MDX, он являлся самым крупным внедорожником за всю историю марки. Автомобиль разработало американское отделение японской компании. Изначально он предназначался только для заокеанского рынка. Но получился настолько удачным, что дилеры Honda постепенно стали продавать его и на других рынках. Интерьер довольно консервативный. Посадка комфортная, полулежачая, почти как в легковушке. Подстаканники имеются в неограниченном количестве, равно как различные бардачки и карманы для хранения поклажи. На заднем диване предусмотрен специальный карман для хранения электронных игр, фломастеров, альбомов и прочей детской мелочевки. Производитель позиционирует Пилот как единственный в своем классе восьмиместный автомобиль. Справедливости ради стоит отметить, что считать эту машину восьмиместной можно только номинально. Сидеть втроем на самом заднем диване неудобно. Примечательно, третий ряд буквально за несколько секунд можно сложить так, будто его и не было вовсе. Он абсолютно незаметно прячется под пол обширного багажника. В роли главной движущей силы внушительный 3,5-литровый V6 мощностью 240 лошадиных сил. Двигатель по американской традиции снабжается исключительно автоматом, в данном случае пятиступенчатым. Рукоять его управления, опять же в заокеанском стиле, расположена справа от рулевой колонки. Более того, подвеска тоже настроена на американский манер. Пилот адресован тем водителям, кто превыше всего ставит комфорт, а не скорость. Конструкция шасси напоминает седан бизнес-класса. Спереди установлены стойки Макферсона, а задняя подвеска представляет собой весьма сложную многорычажную конструкцию. Большой вес, более 2 тонн, не позволяет этому внедорожнику быть грациозным на поворотах. Что касается остальных способностей, полный привод позволяет автомобилю справляться с непогодой и не очень серьезными канавами и выбоинами на дороге. С точки зрения пассивной безопасности, салон Пилот оборудован по первому уровню. Фронтальные подушки безопасности могут срабатывать по 2 алгоритмам – легко или сильно, в зависимости от тяжести столкновения. Боковая подушка для переднего пассажира тоже думающая. Специальные сенсоры оценивают позу человека в кресле, и автоматика соответствующим образом корректирует открытие Airbag. Японский малолитражный хэтчбэк, производимый компанией Honda с 2001 года. Автомобиль пользуется популярностью во всем мире. За время производства вышло 3 поколения модели. В середине 90-х Honda проигрывала на рынке микролитражек. Автопроизводители выпускали сильные автомобили, которые превосходили хондовские модели Logo и Kappa. Чтобы обойти конкурентов, Honda нужно было выпустить превосходящую машину во всех аспектах. Компания ставит все на карту и выпускает автомобиль, построенный с чистого листа под названием Honda Fit. Модель произвела эффект водородной бомбы на рынке автомобилей. Во время дебюта о ней говорили все, даже те, кто не интересовался автомобилями. Это был несомненный успех. Honda Fit построена на новой платформе. Для нее построили двигатель L13A, вариатор нового поколения и шасси. Внешность Honda произвела фурор. Машина нравилась всем. Fit выглядел дороже, чем стоит на самом деле. Обширная цветовая гамма сделала автомобиль еще привлекательней. Потребители выбирали из 10 различных цветов.
Салон Honda Fit поразил многих. Он был намного больше, чем казался снаружи. Передние и задние пассажиры чувствуют себя комфортно, а багажник позволял в себя вместить многое. При сложенных задних сиденьях можно перевозить велосипед или доску для серфинга. Водительское кресло в этом классе у Honda эталонное. Сиденье с боковой поддержкой можно подстроить под любого человека. Приборная панель выглядит современно и богато, а переключателями и кнопками пользоваться удобно. Шасси у Honda Fit неприхотливое и надежное, управляется модель хорошо. Спереди стоит Макферсон, сзади балка. Первая генерация выпускалась с 2001 по 2007 год. На протяжении жизненного цикла автомобиль пользовался популярностью. Многие последующие автомобили компании Honda выпускались на базе Fit. После успешного выпуска в Японии модель завоевала Европу и Америку под названием Honda Jazz. В 2008 году компания выпускает автомобиль под названием Honda Freed, который отличается отличными ходовыми качествами и просторным салоном. Все как обычно для Honda. Они умеют делать машины. Но Honda Freed вызвал интерес. Агрессивная внешность сыграла не последнюю роль. Помните модель Honda Mobilio? Так вот, это прямой преемник Honda Freed. Внешний Mobilio простой как 3 копейки. И это сказалось на продажах. В Honda Freed все иначе. Преобладают кривые, острые линии кузова, лобовое стекло под крутым углом, внешность стильная и агрессивная. Лобовое стекло под углом не ради красоты, а ради экономичности топлива. С такой аэродинамикой кузова Honda Freed экономит топливо, а это полезно для практичного автомобиля. Для практичности сделали сдвижные боковые двери. Такие двери удобны при парковке в узких местах. Салон у Honda Freed больше, чем кажется снаружи. У многих маленьких минивенов такие салоны, но немногие пространства используют рационально. Freed в этом смысле проработан. Инженерам удалось выжать максимум из пространства автомобиля. Он 5, 7 и 8-местный, и сидеть на третьем ряду комфортно. Сиденье рассчитано на взрослых пассажиров ростом 185 см. При разработке Honda Freed внимание уделялось исследованию рынка и предпочтению потребителей. Проделанная работа пошла на пользу. Автомобиль получился интереснее конкурентов. Мотор у Honda Freed 1, атмосферный 1,5-литровый, мощностью 118 лошадиных сил и 145 ньютон-метра крутящего момента. Двигатель нам знаком по модели Honda Fit. Он носит индекс L15A. И этот мотор устанавливается на модели Honda Freed Spike. Агрегируется с мотором бесступенчатый вариатор, но в комплектации с полным приводом 5-ступенчатая коробка передач. Привод передний и полный. Еще одна мечта суетира реализована. Взлетает первый самолет Honda Jet. Эксклюзивный реактивный самолет с 6 пассажирскими местами, имеет дальность свыше 2200 км и максимальную скорость 782 км в час. Вот уж точно самая быстрая Honda. В начале 21 века Япония развернула активную деятельность, нацеленную на восстановление утерянных после Второй мировой войны компетенцию по созданию собственной авиационной техники. Концерн Mitsubishi Aircraft занялся созданием регионального авиалайнера, ныне уже созданный Mitsubishi Regional Jet MRJ. А известный на весь мир автомобильный концерн Honda в 2003 году представил собственный первый самолет Honda Jet. Примечательно, что в отличие от MRJ, Honda Jet был разработан и создан практически исключительно компанией Honda, включая двигатели, на собственные средства без государственной поддержки. Honda начала исследовать направление создания бизнес-джетов еще в 1980-х годах.
используя компоненты и двигатели с других самолетов и в сотрудничестве с американскими производителями и институтами. Однако, несмотря на большой объем прогрессивных наработок, компания ограничивалась прототипами. Ведущий авиационный дизайнер Honda Мишимаса Фуджино создал первые наброски Honda Jet еще в 1997 году, а окончательный дизайн был согласован в 1999. Первый прототип взлетел в Гринсборо, Северная Каролина, США, в 2003 году. Подготовка к выводу в серийное производство была начата год спустя, а в 2005 году самолет был официально анонсирован на авиасалоне Air Ventura. Honda Jet – двухдвигательный низкоплан с крылом малой стреловидности. Оснащается двумя турбореактивными двигателями GE Honda HF120, разработанными компанией Honda совместно с General Electric специально для этого самолета. Как и другие автопроизводители, Honda готовится к переходу на выпуск электромобилей. В США для этого заключен альянс с концерном General Motors. Батарейные Honda для местного рынка будут созданы на американской платформе. Первенцем станет кроссовер Prology. А вот форпостом электромобилизации в остальном мире Honda назначила Китай. Поэтому именно здесь анонсированы будущие модели. Ближайшую перспективу олицетворяют концепты Honda ENS1 и ENP1. Это электрические версии глобальной модели Honda HR-V нового поколения, и они уже почти готовы к производству. В основе машин длиной 4390 мм лежит новая электрическая платформа EN Architecture F, унифицированная с бензиновыми машинами. Электромотор мощностью 182 лошадиных силы установлен на передней оси. Шасси со стойками Макферсон спереди и полузависимой подвеской сзади. Расчетный пробег на одной зарядке около 500 км. Эти же агрегаты будут использованы для других относительно недорогих электрических моделей. А еще братья-кроссоверы первыми применят новый комплекс электронных помощников Honda Sensing 360, включающий радары и камеры. Такая система появится и на других моделях компании по всему миру. Серийные электрокроссоверы уже представлены, а на китайский рынок выйдут весной 2022 года. С прицелом же на долгосрочную перспективу Honda разрабатывает полностью оригинальное семейство электромобилей, предвестником которого стало трио концепт-каров. Это кроссовер Honda EN SUV, седан Honda EN GT и двухдверка Honda EN Coupe с унифицированным дизайном и странными пропорциями. Глобальные планы Honda таковы. За ближайшие 5 лет будет выпущено 10 новых электрических моделей, а к 2030 году доля батарейных машин в структуре продаж должна составить 40%. К 2035 году этот показатель достигнет 80%. А к 2040-му Honda полностью перейдет на электромобили. Россия, к сожалению или счастью, в этом участвовать не будет. Компания Honda – это компания с оборотом в $1 миллиард, представленная по всему миру в области промышленных, автомобильных, мотоциклетных, наземных, воздушных и водных транспортных средств. Она выделяется в своих секторах своими усилиями по исследованию и разработке все более эффективных и менее загрязняющих окружающую среду двигателей. В настоящее время стратегия компании направлена на устойчивую мобильность, мечту об нулевых выбросах. В краткосрочной перспективе Honda работает над популяризацией гибридных автомобилей. Как наилучший широко доступный в настоящее время вариант сокращения потребления топлива и как промежуточный шаг к технологиям, которые в ближайшем будущем устранят зависимость от ископаемого топлива и загрязняющих веществ. Еще в преклонном возрасте Соичиро имел право на управление частными самолетами. В 77 лет он любил кататься на лыжах,
дельтапланеризм и полеты на воздушном шаре. Также он был опытным художником. Он и Такео Фудзисава заключили соглашение никогда не заставлять своих сыновей присоединяться к Honda. Его сын, Хиротоши Honda, был основателем и генеральным директором Mugen Motorsports, компании, занимающейся тюнингом и производством гоночных автомобилей. Асме учредил медаль Соичиро Honda в знак признания его достижений в 1982 году. Эта медаль присуждается за значительный вклад в области пассажирских перевозок. В 1989 году он был занесен в зал славы автомобильной промышленности недалеко от Детройта. Соичиро Honda умер 5 августа 1991 года от печёночной недостаточности. Он был награжден посмертно 3-й степенью Ордена Старшинства и назван Большим Кордоном Ордена Восходящего Солнца.